Ну что, здравствуйте, дорогие друзья, любители разнообразных распаковок. Сегодня мы с вами распакуем вот такую вот коробочку. Это у нас некий насос Xiaomi, полученный нами, купленный с помощью такого сервиса, как Сбермаркет. Не да будет он отрекламирован. В данном случае он отработал нормально, без всяких задержек. Я получил вот эту коробочку. Вот мы ее сейчас прям вскрываем. Все выкидываем лишнее. Оставляем только вот эту маленькую коробочку. Вот такую вот. Так, что здесь? Здесь написано Mi Portable Electric Air Compressor. Для портативный электрический насос Mi. Для портативный. Понятно? Не забудьте об этом. Давайте его будем вскрывать. Чик. Сегодня мы записываем на нашу мега-супер новую камеру Canon. Посмотрим, что из этого выйдет. Для страховки у меня вот сбоку вот здесь вот iPhone еще висит. Так, раскрываем. Зачем эта штука вообще нужна? Она нужна для того, чтобы периодически подкачивать колеса в машине, не доставая супер-мега-пупер компрессор, который, конечно же, у меня тоже есть. Вот этот вот насосик можно зарядить и подкачивать колесики. Зарядить, и у него аккумулятор свой, который позволяет колесики подкачивать. Ну да, вот у нас тут макулатура, как обычно, сам насос. Тут у нас, видимо, я так думаю, чехол для него или что-то в этом роде. Оп, чехол. И вот эти, наверное, ниппели разнообразного калибра. Да, это вот такой мешок-чехол, куда можно уложить насос. Так вот, ниппели разнообразного калибра, посмотрим, какие есть. Тут еще кабель для зарядки. Микро-USB почему-то еще старый. И игла для накачки мечей. И переходник, видимо, для велосипедно-разнообразных колес. Такой вот маленький переходничок. Окей. Ничего у меня не заряжено, я его не заряжал. Посмотрим, не знаю, есть ли у него зарядка. Warning тут какой-то. Типа, да. Что-то нужно прочитать очень мелкими буквами. Не могу прочитать. Не будем пока отрывать. Тут есть вот гнездо для зарядочки. Сюда мы вставим, зарядим. Я думаю, что я потом второй частью этого ролика или просто вторым отдельным роликом попробую записать, как же я подкачивал колесо. Вот здесь вот выдергивается эта штука, накручивается на ниппель, накручивается на колесо автомобиля. Он сразу показывает здесь давление. Видите, он сам сразу включился. И, в общем-то, и все. Я придумал, я могу пойти и накачать велосипед этим насосом и посмотреть, как это вообще будет выглядеть. Накачаем велосипедные колеса до 4 атмосфер. Посмотрим, как это выглядит. А пока что я поставлю его на зарядку. Так что до следующего включения. Ну что же, я заодно вот себя поснимаю новой камерой. В режиме влогера вот так вот сам себя снимаю, держу. Вот здесь вот стол, где я распаковывал этот насос. Вот этот насос. Вот. И я хочу сказать, что, в принципе, штука очень классная по ощущениям и по дизайну. И если она будет удовлетворять тому, что мне нужно, конкретно мне нужно подкачивать колеса у машины, это будет отличная штука. Привет! Снова вот наш насос. Сейчас мы будем им накачивать велосипед. Я его немножко зарядил. Не знаю уж, насколько этого хватит, но мне кажется, для велосипеда должно хватить. Поэтому что? Переходим к велосипеду. Вот у него тут есть у нас совершенно спущенное колесо. Ну почему? Потому что я его не накачивал, да? Вот откручиваю. Вот я открутил. И вот эту штуку я буду сейчас накручивать. Насос показывает 0. 0 атмосфер. Я попробую накрутить на велосипедный ниппель. Этот вот, собственно говоря, насосный. Что-то он не очень накручивается, то ли переходник. Нет, все нормально. Все накрутилось плотно. Ну и куда здесь нажимать? Кто знает? Велосипед тут, кстати, выбран. Накачка велосипеда пошла. Явно идет накачка. Пока еще никакого сопротивления колесо не оказывает. Но накачка продолжается. Да, идет. Интересно, он сам сообразит, когда хватит. Вот, уже 0,1. 1,3. Я бы сказал, что уже хватит. 1,7, 1,6. Что это значит, не очень понятно. Потому что, вообще-то, если в барах, то я думал, что должно быть как бы 4 бара. А здесь 1,6. Где у нас на колесе что-нибудь написано? Ну, в общем, в любом случае колесо накачалось. Нет, оно проминается. Давайте все-таки, может быть, до 2 накачаем. До 2 накачали, и оно выглядит практически как каменным. Ну, то есть я бы на таком бы как раз и стал ездить. Хотя, кто-то мне говорил, что можно и до 4 накачивать. Ну, в общем, в любом случае накачалось, как вы видели, нормально. Снимаем, откручиваем.
Все, закручиваем. То есть вот такая маленькая пипюленка, дудуленка может накачать колесо довольно-таки быстро, как вы видели. Может накачать мячик. Ну и автомобильную шину наверняка можно подкачать. Только стоит немножечко подзарядить аккумулятор, а то он уже стал показывать здесь оранжевеньким. А это значит, что он уже скоро кончится. Ну и пальцы я испачкал. Вот так. Все, до следующих включений. Так, привет еще раз. Ну давайте посмотрим, как этот насос работает на самом деле в реальности. Вот у меня такой мешочек. Надеюсь, видно. Наверное, не очень видно. Давайте включим, короче говоря, вспышку. О, включили вспышку. Так-то намного лучше, да? Надеваем перчаточки. О, меня видно со вспышкой? Да, видно. И будем подкачивать колесико. Вот наш насос в мешочке. В таком. Одной рукой доставать сложно, но можно. Он похож на такой замок. Вот достали. Открутим с вами ниппель. Чтобы не испачкаться, я надел перчатки. У нас задача простая. Подкачать колесо до нужного нам давления. Выдергиваем, и насос включается. Здесь выбираем тип, а именно автомобиль. Вот, 2,5 бар. Он выбран автоматически, я ничего не менял. Накручиваем. Накручиваем ниппель на ниппель. Короче, накручиваем насос на ниппель. Вот так вот. Сейчас он нам покажет, сколько там у нас давления. Он нам покажет, что у нас всего лишь 1,8. Вот мы хотим 2,5. Сколько по времени это займет? Включили. Работает. Вот 2,2. Все, стоп. Показывает сразу 2,1. Откручиваем. Он даже совсем не шипит. Так. Закрутим. И пойдем подкачаем другое колесо. С той стороны. Интересно мне, хватит ли заряда аккумулятора, чтобы подкачать еще и с той стороны. Так. Откручиваем здесь. Интересно, сколько здесь покажет давление. Не понял. Не понял что-то. Ну что же, вот обнаружилась и первая проблема. Проблема связана с тем, что вот этот ниппель не накручивается дальше на ниппель машины, колеса. Он слишком короткий, и давилка, которая внутри вот этого насоса, она не позволяет накрутить этот ниппель так, чтобы он надавил на язычок, который выпускает воздух. И получается, что нельзя накрутить на это колесо насос. То есть мы сейчас вот открутим. Вот он не достает. Видите, он здесь слишком не глубоко. Может быть, тут есть переходник? Тут был переходник. Ну-ка посмотрим. Может быть, он поможет. То есть вот это колесо я подкачать не смог. Язычок слишком глубоко. А здесь вот надо подрезать, что ли, ниппель, чтобы дальше накрутилось. Точнее, его даже не подрежешь. Тут от резьбы недостаточно для накрутки. Слишком как бы длинный. Странная какая-то ситуация, честно говоря. Непонятная. Попробуем еще раз. Накручиваем. Давление не показывает, не дожимает до ниппеля. Вот это вот проблема оказалась. Либо надо как-то удлинить внутренний язычок вот этот. Либо у меня там что-то с вот этим ниппелем моим. Непонятно. Будем разбираться. Ну что же, положим насос в мешочек и посмотрим, что да, действительно, здесь у этого колеса предыдущего, у него ниппель длиннее, да? У него резьба дальше заходит, поэтому это колесо удалось подкачать. Здесь вот колпачок раньше кончается, чем обрезан ниппель. Да. Но, тем не менее,
насос положим в мешочек, вот в этот сейчас, и сохраним его в машине для поездок, для подкачки колес. А с тем ниппелем на том колесе придется что-то решить. Ну, либо у насоса. В общем, надо пойти погуглить, посмотреть, как такие ситуации решаются. Такая вот история у нас с этим насосом.